Этот спорный элемент называется горизонт ноги вместе на двух пальцах. А спорный он, потому что абсолютное большинство людей считает его уделом лишь тех ребят, у которых присутствует некая атрофия нижних конечностей. Мол, полноценному атлету такое выполнить не дано. И вы много раз писали мне об этом прямо в комментариях. Но сегодня только хардкор, ведь мы поговорим об одном из самых сильных атлетов не просто Болгарии, страны, где родился и вырос Виктор Каменов, но и всего мира. Этот спортсмен выполняет статические удержания на таком уровне и с таким выражением лица, будто он сейчас находится в отпуске, а не выполняет один из сложнейших элементов в калистенике. And look at his face. He's like, yeah, okay, what am I going to do next? Сегодня мы подробно обсудим, как спортсмен тренируется, сколько зарабатывают топовые атлеты такого уровня, выигрывая золото на мировых чемпионатах, поговорим о его невероятных силовых, о баттлах с Ларосой и многом другом. Поэтому без долгих предисловий жду вашей подписки на этот канал и нажатого колокола со включенной функцией все уведомления. Ну и конечно, колотите любимый напиток. Куда ж без него? Мы начинаем. Итак, как я уже сказал, парень живет в Болгарии. Ему всего 21 год, а за его плечами уже более 20 побед на турнирах в одной только Болгарии. 3 золота парень взял на национальных чемпионатах, а также неоднократно становился призером на чемпионатах мира в России. И первое место занял на самом престижном чемпионате Burning Gate, выиграв одного именитого спортсмена по имени Андреа Лароса. Конечно, самый частый вопрос, который задают Виктору, это как ты делаешь такие крутые горизонты и как нарабатывал статику. Короче, все по стандарту. Поиск волшебной таблетки никогда не прекращается. На самом же деле, когда спортсмен только узнал о таком направлении, как калистеника, то целый год выполнял лишь стойку на руках. Ему этот элемент банально казался более зрелищным и крутым. И именно благодаря ему парень наработал достаточное количество силы в плечах, чтобы тренировать горизонт, при этом не получая различных травм и растяжений. То есть из этого можно сделать вывод, что тренировать элемент нужно последовательно. И именно тогда, когда твои мышцы и связки полностью готовы к такой нагрузке. Из положительного стоит отметить тот факт, что вам абсолютно не нужны никакие дополнительные атрибуты, просто земля и желание. А все сложные элементы, включая горизонты, самолеты и даже передние визы, вы можете выучить прямо у себя дома, купив напольные брусья. Заходим на e-каталог и прямо там пишем «напольные брусья». Список, который вам выдаст, поверьте, будет весьма обширным, чтобы выбрать подходящее. Тут вам и просто низкие параллельцы для тренировок, горизонтов и самолетов, и реально высокие брусья, на которых можно тренировать передний вис, ласточку и другие элементы, не выходя из дома. К тому же отмечу, что многие спортсмены ввиду физиологических особенностей испытывают болезненные ощущения, выполняя этот элемент на полу, а брусья в самый раз. Короче, чтобы вы не искали, ссылку я оставлю в описании, а мы вернемся к герою нашего сюжета. Что касается самого Виктора, то он тренируется 7 дней в неделю, не используя никакие дни отдыха. Отдыхом спортсмен называет просто легкую тренировку. Совсем недавно он получил травму плеча и даже несмотря на это все равно тренируется каждый день, уделяя больше времени тренировкам нижней части тела. Как говорит сам спортсмен, я всегда пытаюсь размышлять о том, что положительного я могу взять даже из негативных ситуаций. Теперь немного конкретики. Я знаю, что многие из вас наверняка интересуются вопросом того, какая же у Виктора база, то есть сколько раз он подтягивается, сколько отжимается и так далее. Я задал ему этот вопрос, и ответ был следующим. Да, я, конечно же, тренирую базу, но особо не пробовал делать что-либо на максимум. Помню, что где-то 3-4 года назад я подтягивался в районе 35 раз. Возможно, сейчас сделаю больше. Также перед травмой я делал 135 кг в жиме штанги лежа, на одно повторение, разумеется. При этом отмечу, что вес атлета составляет всего 64 кг. База, как говорит Виктор, важна, и с ней вы точно научитесь выполнять сложные комбинации быстрее, но не стоит делать на этом акцент. Например, с точки зрения элементов, важнее тренировать именно подводящие к ним упражнения. Это тоже своего рода база, которая укрепляет те или иные суставы и связки. При этом для изучения статических удержаний такая база будет работать куда лучше. Ну и разумеется, на такие крышесносные движения, как горизонт на двух пальцах, это правило не распространяется. Спортсмен признался мне, что выучил этот элемент за 2-3 месяца, но это очень зависит от вашей генетики. У Виктора от природы
весьма сильные пальцы, и он, естественно, решил выучить данный элемент, поскольку это было единственное, что до его освоения атлет не умел делать из статических удержаний. К слову, если вы намерены списать все на генетику, то спешу вас расстроить. При подготовке к соревнованию Виктор ел всего по 700-800 килокалорий в день, чтобы стать еще легче, чем прежде, и согнать вес для еще более внушительных результатов в статике. То есть фокус на элементах у парня был просто максимальный. Это именно тот случай, когда спортсмен не ставил для себя целью быть универсальным или выглядеть атлетично. Цель была победа на соревнованиях. Спортсмену удалось с 64 килограмм похудеть до 57, что по сути является нормальным весом даже для девушки. Но, как признался Виктор, при таком весе, учитывая, что интенсивность тренировок остается прежней, сила уходит тоже. Поэтому крайне важно знать середину и не заходить слишком далеко. Сейчас вес Виктора 71 килограмм, но если бы он снова захотел выступить на соревнованиях, то я более чем уверен, похудел бы снова до 64. Для чего это делается? В первом случае это, конечно же, для выносливости, но об этом мы поговорим чуть позже и вернемся к этому. А в целом, конечно, многие спрашивают, тренируют ли воркаутеры ноги. Понятное дело, что нет. Какой смысл тренировать ноги, если это напрямую будет влиять на ваш результат? Здесь, как и в армрестлинге, если вы хотите побеждать, то вы должны играть по правилам, и нет никакого смысла затрачивать большое количество энергии на тренировку ног, в то время как вы можете сакцентировать свое внимание на более важных деталях, которые в процессе приведут вас к победе. Теперь, что касается призовых на таких масштабных соревнованиях, как Burning Gate. Для тех, кто не знает, это сейчас лучшее соревнование по статике во всем мире. Так вот, за первое место Виктору заплатили 1100 евро. Что довольно неплохо, учитывая то, что воркаут все еще достаточно молодой и развивающийся вид спорта. Но самым главным трофеем таких соревнований становится не прибыль и кубки, а медийность, ведь спортсмены теперь регулярно зовут проводить различные воркшопы и семинары, с которых зарабатывать удается разительно больше, и в этом смысле соревнования однозначно играют свою роль. Но как бы там ни было, рубиться вам придется с очень серьезными оппонентами. Для того, чтобы победить такого как Лароса, Виктору был необходим просто инопланетный уровень владения своим телом, который он как раз и продемонстрировал на чемпионате Burning Gate в 2017 году. Причем победа была весьма уверенной, чего не скажешь о батле с тем же Ларосой в том же самом году, только на другом чемпионате под названием Ultimate Battle, где Виктору и Андреа пришлось выяснять свои отношения дополнительный раунд, ведь судьи никак не могли определить победителя. К слову, именно этот батл и стал самым сложным в карьере Виктора, а на ютубе он набрал более 2 миллионов просмотров, не считая огромное количество людей, которые его так или иначе перезаливали к себе на каналы. Виктору также часто очень задают вопрос, чем отличается подготовка к соревнованиям от обычных тренировок. И здесь все очень просто. Разница в выносливости. То есть, если вы тренируетесь на обычной тренировке, то вы стараетесь просто выполнять элементы, выполнять их качественно, работать над этим. Если же вы готовитесь к соревнованиям, обычно это длится, как говорит Виктор, от 2 до 3 месяцев, за этот период атлет постоянно работает над тем, чтобы быть более выносливым, поскольку если вы батлитесь с каким-то участником, вам придется выполнять одни и те же элементы раз за разом, а может быть и усложнять их, потому что непонятно, как будет развиваться данный батл. И вот если вы посмотрите последний батл Ларосы и Виктора Каменного, то увидите, что Лароса там очень сильно просел именно в выносливости, у него очень сильно тряслись руки, и именно выносливость не дала ему возможности показать все, что он на самом деле умеет, потому что атлет, он очень сильный. Так что, друзья, в этом вся разница. На данный момент спортсмен не соревнуется. И не только по причине короны, но и в целом из-за того, что ему не особо интересно доказывать кому-то, что он лучше, чем кто-либо другой. Сейчас спортсмен фокусируется лишь на том, чтобы быть лучше самого себя и держать свой уровень. Однако есть все же один атлет, баттл с которым всем хотелось бы увидеть, и зовут его Эрик Ортис. Если вы, друзья, знаете, кто это такой и хотите сюжет с ним, обязательно пишите в комментариях под этим видео. А я надеюсь, что баттл с Виктором и Эриком все же когда-нибудь состоится, ведь я уверен в том, что такое зрелище будет незабываемым. Последним моим вопросом, который я задал Виктору, был вопрос о YouTube канале.
Парень очень редко проявляет активность в Instagram, хотя очевидно, что его мысли и достижения интересны широкому кругу людей. И Виктор ответил, что планирует вести его, только не рассказывать об элементах и не снимать различные обучалки, коих уже сотни в интернете. Он хочет именно делиться своим мнением об атлетах, тренировках и калистенике в целом. Ну а пока этот проект находится еще в разработке, я, конечно же, оставлю его Instagram в описании. Подписывайтесь и передавайте привет от Мим. Ну а также не забывайте и про этот канал. Оформляйте свою подписку, ведь это лучшая награда за наш труд, друзья. Ну а для досмотревших это видео до конца, как всегда, пару слов о проекте 52 недели одержимости. Ни для кого не секрет, что сколько бы видео вы не смотрели, основополагающую роль при достижении ваших целей будут играть действия. Ведь твой успех определяют именно твои привычки. Так что, если хочешь легко внедрять привычки чемпионов, тогда открывай описание ролика и присоединяйся к проекту 52 недели одержимости. А также подписывайся на мой телеграм-канал с подкастами на тему спорта и развития. Что ж, спасибо за просмотр, друзья. Оставляйте свои комментарии ниже. А с вами был Федор Чепкий. Всем пока!